Фармакологическое действие. Комбинированный препарат представляет собой комбинацию высокоактивных ферментов растительного и животного происхождения, оказывает иммуномодулирующее, противовоспалительное, фибринолитическое, противоотечное, антиагрегантное и вторичное анальгезирующее действие. Показания. В составе комплексной терапии тромбофлебиды, в том числе острый тромбофлебит поверхностных вен, постлебитический синдром, облитерирующий эндотелиит и атеросклероз артерий нижних конечностей, лимфатический отек, профилактика рецидивирующих флебитов, цистит, цистопиелит, простатит, инфекции, передающиеся половым путем, хронические инфекции гениталий, гистозы, мастопатии, аднексит, для снижения частоты и выраженности побочных эффектов, заместительной гормональной терапии в гинекологии, стенокардия напряжения, под острой стадией инфаркта миокарда, для улучшения реологических свойств крови, синусит, бронхит, пневмония, панкреатит, гепатит, пиелонефрит, гломерулонефрит, диабетическая ангиопатия, диабетическая ретинопатия, аутоиммунный тиреоидит, ревматоидный артрит, реактивный артрит, болезнь Бехтерева, атопический дерматит, угревая сыпь, рассеянный склероз, увеит, иродоциклит, гемофатальн, применение в офтальмохирургии, лечение послеоперационных осложнений, воспалительные процессы, тромбозы, отеки, спаечные болезни, посттравматических и лимфатических отеков, пластические и реконструктивные операции, травмы, переломы, дисторсии, повреждения связочного аппарата, ушибы, хронические посттравматические процессы, воспаление мягких тканей, ожоги, травмы в спортивной медицине. Вабензин рекомендуется для профилактики инфекционных осложнений и улучшения качества жизни во время проведения химио- и лучевой терапии, вирусных инфекций и их осложнений. Противопоказания. Заболевания, связанные с повышенной вероятностью кровотечений, в том числе гемофилия, тромбоцитопения. Проведение гемодиализа. Детский возраст до 5 лет. Индивидуальная непереносимость препарата. Особые указания. Следует учитывать, что в начале лечения препаратом вабензин возможно обострение симптомов заболевания. В таких случаях рекомендуют временно снизить дозу. Лечение прерывать не следует. При инфекционно-воспалительных заболеваниях вабензин замедляет лечение антибиотиками, но повышает их эффективность. Вабензин не является допингом. Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами. Препарат не оказывает негативного влияния на способность к вождению автомобиля и выполнению работ, требующих высокой скорости психомоторных реакций. Способ применения и доза. Устанавливают индивидуально, в зависимости от степени тяжести заболевания. Взрослым, в зависимости от активности и тяжести заболевания, назначают в дозе от 3 до 10 таблеток 3 раза в сутки. В первые 3 дня приема препарата рекомендуемая доза составляет 3 таблетки 3 раза в сутки. При средней активности заболевания препарат назначают в дозе 5-7 таблеток 3 раза в сутки в течение 2 недель. В дальнейшем дозу препарата следует уменьшить до 3-5 таблеток 3 раза в сутки, курс 2 недели. При высокой активности заболевания препарат назначают в дозе 7-10 таблеток 3 раза в сутки в течение 2-3 недель. В дальнейшем дозу следует уменьшить до 5 таблеток 3 раза в сутки, курс 2-3 месяца. При хронических, длительно протекающих заболеваниях вабензин можно применять по показаниям курсами от 3 до 6 месяцев и более. С целью повышения эффективности антибиотиков и профилактики дисбактериоза вабензин следует применять на протяжении всего курса антибиотикотерапии в дозе по 5 таблеток 3 раза в сутки. После прекращения курса антибиотикотерапии для восстановления микрофлоры кишечника вабензин следует назначать по 3 таблетки 3 раза в сутки в течение 2 недель. Во время проведения лучевой и химиотерапии вабензин следует применять в дозе по 5 таблеток 3 раза в сутки до завершения курса лучевой и химиотерапии с целью предупреждения инфекционных осложнений,
улучшение переносимости базисной терапии и повышение качества жизни. С профилактической целью лобензин назначают 3 таблетки 3 раза в сутки в течение 1,5 месяца с повторением курса 2-3 раза в год. Детям в возрасте от 5 до 12 лет назначают в суточной дозе из расчета 1 таблетка на 6 кг массы тела. Детям старше 12 лет препарат назначают по схеме, предназначенной для взрослых. Длительность лечения определяется индивидуально. Препарат следует принимать не менее чем за 30 минут до еды, не разжевывая, запивая водой 200 мл. Условия хранения и срок годности. Препарат следует хранить в недоступном для детей в сухом месте при температуре от 15 до 25 градусов. Срок годности 2 года 6 месяцев.